Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. Я вас приветствую с автосервиса Мега100 Авто. Я мастер Самир. Сегодня у нас очередной видеоролик по электрике. Сегодня я вам покажу, как поменять диодный мост без снятия генератора. И некоторые вещи вам скажу, что вот почему это случается, почему сгорает диодный мост и перестает подавать зарядку. Чтобы поменять диодный мост на генераторе, автомобиль инжекторная, только это возможно поменять в инжекторном автомобиле, в инжекторном двигателе. Это генератор идет с 1.6 двигателем, 1.5 и 16 клапанным двигателем идет. Они на 16 клапане чуть трудно здесь поменять. Здесь закрывает впускной коллектор, а здесь чуть попроще. Чтобы поменять диодный мост, вот снимаем заднюю крышку, отщелкиваем здесь защелк, снимаем. Первым делом откручиваем силовой провод плюс 10 болтиком. Он закручивается вот сюда. Снимаем, потом откручиваем болты, которые держат вот. Здесь трехфазный генератор, иногда бывает 100 амперный генератор. Это генератор идет 4 фазы. А здесь 80 амперов. Здесь идет 3 фазы. Как видим, здесь сюда попал влага, всякая вода, и начало окисление и ржавчина. Электроника не любит воды, то что вот при работающем двигателе попадает сюда влага, вода, и сгорает диодный мост, какой-то из них диодики, и сгорает транзистор на регуляторе. Снимаем старую. И обязательно вот очищаем фазы, которые проводки, да, вот тут в обратном стороне начинает ржаветь вот этом части. Я ее почистил напильником. Очищаем, и потом сейчас покажу, как это все собирается обратно и как правильно попасть в круглую часть сюда, вот на этот шейк. Иногда минус электрикам, которые они вот меняют то же самое без снятия генератора, не попадает сюда. Это круглый, это наш наконечник остается сверху пластмасски, либо вот в этом пластмаске, и не достает на контакт с диодным мостом. И начинается зарядка уменьшиваться. Меньше зарядка дает, потом решается типа вот сгорел обмотка или что-то другое, либо грешат на диодный мост. Обязательно обратите внимание, что вот надо обязательно чистить там наконечники, и здесь надо вот в этом части взять какую-нибудь отвертку или что-нибудь поцарапать здесь, чтобы тоже был контакт. Перед закручиваем сначала, вот я сейчас сниму эту, вот иногда тоже минус электрикам, это вот сзади пластмасска, которую забывает, одевает туда, и когда клеммы подключают, и начинает замыкание. Это не забывайте, что поставить. Я сейчас это сниму и покажу, как это все делается. Значит, вот втулка, короче, видим, заржавел, тоже очищаем хорошо. А то некоторые электрики не обращают на это внимания и собирают быстренько, потом начинает проблема. По бокам не обязательно почистить, это нам не обязательно, вот именно вот здесь и здесь надо чистить. Втулку почистили. Значит, у нас вот, как я говорил, пластмассовая эта шайба. Это болт не должен касаться в этом части. Вот это болт вот так одевается, и в этом стороне одеваем втулку вот так и закручиваем. А в некоторых автомобилях вот здесь просто оторвали там конденсатор. В некоторых автомобилях там конденсатор стоит там. Надо просто вот болт одет вот так. И потом туда вот на конденсатор одевать. Потом втулка вставляется. Потом гайка закручивается. А здесь конденсатора нет, убрали его. Просто мы здесь закручиваем его.
И будем хорошо затянуть. А так он обычно там закручивается. Вот иногда тоже в минус с электриком они забывают, просто прикручивают его, не затягивая. Начинает проблема тоже, вот нагревается, и потом расплавится пластмасска, и зарядка исчезает. Хорошо затянули. Теперь здесь, как я говорил, поцарапаем, чтобы контакт был хороший. Иногда бывает здесь какой-то слой и не контачит. Поэтому вот лучше сразу почистить все. Все. Теперь поправляем здесь вот контакты, фазы, которые с обмоткой, которая выходит, они вот эта часть, эта проволока должен одеваться вот сюда, вот. Здесь видим ямку, вот щель. Это одевается сюда, потом вот так. Таком я покажу просто здесь вот так. Это выглядит так, одевается сюда, потом сюда. Это, наверное, некоторые знают, некоторые не знают. Вот просто кто не знает, им показывают, как это все делается. Пока можно остановить. Сейчас. Вот еще обращаем внимание на то, что вот здесь иногда электрик забывает. Много со мной встречался такие вот вещи. Там приезжает автомобиль, замыкает, сгорает диодный мост. Для того, что вот не вставляет это вот такой пластмассовую шайбу. Это вообще-то не пластмассовый, там это, ну, такой, не знаю, вот какой-то материал тут. Вот это не вставлять забывает. Или бы вставлять там железное. И начиная замыкание, вот сгорает диодный мост. Обязательно вставляем эту шайбу, обращаем внимание на эту и все закручиваем. Просто одно покажу, как это закручивается. Теперь. Вот, как видим, здесь это вот круглый часть должен совпадать с этим, не должен сидеть на пластмасске. И все, руками держим и закручиваем. Просто я с одной рукой не могу показать, там камеру невозможно держать там одной рукой. И вот так одной рукой вот держим и другой рукой закручиваем. Вот все уже закрутили, щетку поставили. Я все время обычно проверяю генератор, потом крышку одеваю. Сначала закрутил провод силовой и одел туда вот провод, который идущий к приборной панели. Сейчас проверим зарядку, потом открутим, крышку оденем. Крышку почему сразу не одеваю, потому что каждый раз это вот прижимаем, они ломаются. Вот сразу я проверю, потом оденем крышку. Все, давай, заводи. Да, заводи. Также звука слышно, что зарядка пошел. Такой характерный звук там. Как видим, 13,7. Нормальная зарядка. Всем пока-пока. До следующего видео. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки.